Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» и я Оля. Мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, узорчиков много. Для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Что-то интересное для себя вы обязательно найдете. Отдельный привет, слова благодарности моим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши лайки, комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими ниточками, с ними мы уже работали, ну даже с такой палитрой работали. И хочу сегодня показать вам новый узорчик для шалей. Нет, он в принципе не новый, просто у меня таких еще такого образца нету. Итак, новички. Знакомьтесь, называются ниточки Alize Angora Gold. Моточки по 100 грамм. В моточке 550 метров. Здесь, конечно, чуть поменьше уже. Так, дальше смотрим по составу. Что это за ниточки? Это 80% акрил, 20% шерсть. И советуют производители брать крючок от 2 до 4. Цвет на камеру передается немножко не так. Он как бы потемнее. На самом деле ниточка посветлее. Смотрите, цвет какой. Так, 842. Правильно увидела? И смотрите, данную пряжу я вяжу крючком номер 3. Вот такую рабочую лошадку я сегодня взяла. Вы, в свою очередь, берите свою пряжу. Не обязательно такую, которую показываю я. Возможно, у вас, в вашей стране, в вашем городе другие ниточки. Поэтому пробуйте, вяжите, экспериментируйте. То есть не надо искать именно такую же пряжу. Самое главное, правильно подобрать крючок. Читайте аннотацию и подбирайте крючок, чтобы у вас все получилось. Угу. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшней шали я выкладываю. В принципе, схемка выглядит очень простой, да. Судя по элементам, которые вы там увидите, она должна быть очень воздушная. Попробуем свяжем. Кто уже умеет работать со схемками, работать может самостоятельно, да. А кто еще пока не умеет, вы повторяете за руками, но обязательно смотрите. Вот мы с вами провязали элемент, посмотрите, как он отмечается на схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы в дальнейшем научитесь самостоятельно работать с любыми схемками. Угу. Итак. Начинается, получается, наша шалька от угла снизу и начинает потихонечку расти, расширяться по сторонам. Вот понятно, да? Итак, смотрим. Вначале петелька фиксации. Все как всегда, тут без особенностей. Дальше делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся к нашей самой первой петельке. Накид. В первую петельку нырнули. Вытянули ниточку. Так. И провязываем по 2 петельки столбик с накидом. Ну, как бы вот такое вот колечко у нас получилось, да, видите? Дальше что мы делаем? Смотрите, я делаю петельку вот так вот, вытягиваю, поворачиваю свое вязание. Так, теперь накид, в колечко ныряю, вытягиваю ниточку, считаю 1, накид, тоже в колечко нырнула, считаю 2. Теперь я все это вместе провязала и зафиксировала. Вот такой наш первый пышный столбик. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Ныряем опять в колечко. Вытягиваем ниточку. Подтягиваем ее вот так вот. Держим на крючке, не провязываем. Считаем 1. Сюда же 2, 3. Все вместе провязали до последней петельки. Потом 2 последние петельки вместе. Второй пышный столбик. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Повторяем все то же самое. В колечко нырнули, вытянули ниточку. Считаем 1. Накид. 2. Накид. 3. Провязали все до последней петельки. И потом 2 петельки вместе. Угу. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И последний пышный столбик, 4, провязываем точно так же. В колечко нырнули, вытянули. Накид 2, накид 3. Провязали до последней петельки и потом 2 петельки вместе. Вот наш получается первый ряд, 4 пышных столбика.
между которыми вот такие вот воздушные арочки. Идем дальше. Так, теперь смотрите, следующий ряд. Делаем поворот. И вот здесь я хочу предложить вам вот так вот нырнуть в нашу арочку, вытянуть ниточку и протянуть ее через петельку на крючке вот такой соединительной петелькой. Мы как бы шагнули в саму арочку. Теперь от нее будем начинать вязать пышный столбик. Первый пышный столбик, смотрите, вытягиваем ниточку, держим на крючке, считаем раз. Теперь накид. Сюда же нырнули, вытянули 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. Ну вот такие пышные столбики, как бы один будет у нас по краешку. Угу. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Точно так же сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязываем второй пышный столбик. Раз, два, три. Провязали все петельки до последней и 2 последние зафиксировали. У нас вот такие вот 2 пышных столбика будут по краешку. С одной стороны и с другой стороны на протяжении всей шали. Угу. Теперь дальше смотрим. Итак, сейчас будем провязывать очень интересный элемент. Посмотрите по схемке. Называется соломоновая петля. Мы петельку на крючке вот так вот вытягиваем. Ни много ни мало, средний, так скажем. И захватываем ниточку. Вот эти петельки, которые у нас на крючке, я держу левой рукой, вот пальцем левой руки, фиксирую. Протягиваю ниточку через петельку. Теперь у нас образовалась капелька. Вот она капелька. Вот. Я в нее ныряю, вытягиваю ниточку и 2 петельки провязываю вместе. Все, наша петелька готова. За счет этой петельки вся наша шалька будет выглядеть более воздушно. Идем дальше. Накид. Вот наши 3 арочки. Первая, вторая, третья. Первую мы провязали. Теперь ныряем во вторую. Провязываем столбик с накидом. Есть. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Возвращаемся сюда же и провязываем еще один столбик с накидом. Вот такая вот арочка у нас сформировалась. Дальше еще раз соломоновая петля. Подтягиваем петельку на крючке. Захватываем ниточку и левой рукой, левым пальцем держим. Видите? Протягиваем ниточку через петельку. У нас сформировалась вот такая капелька. Ныряем в капельку. Вытягиваем ниточку и 2 петельки провязываем вместе. Вот соломоновая петля. Дальше переключаемся в последнюю арочку, провязываем наши пышные столбики. Накид, нырнули, подтянули, держим. Раз, два, три. Провязали до последней петельки, 2 последние вместе. Оп, зафиксировали. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И последний наш пышный столбик. Нырнули, вытянули, считаем. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. Вот что у нас начинает потихонечку вырисовываться. Угу. Идем дальше. Так, следующий ряд предлагаю сделать точно так же, как в предыдущем. Мы с вами делаем поворот. И теперь как бы ныряем в арочку соединительной петелькой. Оп. Понятно? Чтобы у нас как бы из центра арочки шли пышные столбики. Подтягиваем ниточку. Считаем. Раз. Накид. 2. 3. Провязали. Вот так вот зафиксировали. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Точно так же в эту же арочку нырнули и сделали еще один пышный столбик. Раз, два, три. Провязали и 2 петельки зафиксировали. То есть у нас получается наши вот эти вот по 2 пышных столбика будут каждый ряд заканчиваться ими и начинаться. Поняли, да? Тут как бы без особенностей. Идем дальше. Итак, очередная соломоновая петля у нас сейчас будет. Смотрите, вытягиваем опять ниточку, ни много ни мало, в средней, так скажем. Захватываем ниточку и фиксируем левой рукой, левыми пальчиками. Протянули через петельку, образовалась капелька. Нырнули обратно в нашу капельку, вытянули ниточку и провязали 2 петельки вместе. Все, петля готова. Дальше мы переключаемся с вами вот на эту арочку, которую делали столбик, помните?
3 воздушные петельки и столбик с накидом. Будем работать с этой арочкой. Накид, нырнули, вытянули ниточку, держим, раз, считаем, 2, 3, провязали, зафиксировали, 3 воздушные петельки, раз, 2, 3. Точно так же второй пышный столбик сюда же нырнули, считаем, раз, 2, 3, провязали, зафиксировали, 3 воздушные петельки, раз, 2, 3. Опять третий пышный столбик делаем, раз, 2, 3, провязали, зафиксировали, и четвертый пышный столбик, 3 воздушные петельки, раз, 2, 3, считаем, накид, раз, 2, 3, провязали, зафиксировали. Вот видите, из нашей, получается, от этой арочки получились такие вот 4 пышных столбика. Ну, как вот в самом начале, помните, мы начинали вязать 4 пышных столбика. Идем дальше. Дальше у нас по узорчику идет опять соломоновая петля. Подтянули ниточку, петельку вернее, да, захватили ниточку, держим пальцем левой руки, фиксируем. Протянули, образовалась капелька. В капельку нырнули и провязали 2 петельки вместе. Все, и переключаемся опять, заканчиваем наш ряд пышными столбиками в арочку. Раз, 2, 3, провязали, зафиксировали, 3 воздушные петельки, раз, 2, 3, сюда же, опять нырнули, раз, 2, 3, закончили наш ряд арочкой из 2 пышных столбиков. Как вам? Потихонечку растет наша красота. Угу. Несложно. Давайте дальше. Итак, далее идем 4-й, получается, наш ряд. Начинаем точно так же, как и все предыдущие. Поворот, нырнули в арочку и соединительной петелькой переключились как бы в центр арочки. Теперь подтянули ниточку, считаем, раз, 2, 3, провязали, зафиксировали, 3 воздушные петельки, раз, 2, 3, и точно так же сюда же провязали еще один пышный столбик, раз, 2, 3, провязали и 2 петельки потом зафиксировали. Все, мы одинаково начинаем каждый ряд и заканчиваем каждый ряд, тут без вопросов. Далее у нас идут 2 соломоновые петли. Подтягиваем ниточку, не сильно много, не сильно мало, да, петельку, захватываем ниточку и левой рукой фиксируем. Протянули ниточку через петельку, формировалась капелька. Нырнули вот в эту капельку и вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Есть. Первая петля готова. Точно так же делаем вторую. Подтягиваем нашу ниточку ни много ни мало. Капельку будем делать. Фиксируем. Протягиваем. Ныряем и провязываем. Вот 2 наши петельки. Дальше переключаемся на наши арочки. Раз, 2, 3. Нырнули в первую арочку, столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Нырнули вот во вторую арочку, столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И в третью арочку нырнули, столбик без накида. Вот, у нас были 3 арочки, да? Теперь мы сделали 2 арочки. Дальше идут опять 2 соломоновые петли. Давайте еще раз провяжем. Подтянули, взяли, зафиксировали, провязали, нырнули, вытянули, провязали. Вторая петелька. Подтянули, взяли ниточку, провязали, нырнули в капельку, вытянули, провязали. Вот наши 2 петельки. И все. И опять переключаемся на наш, получается, финал до нашего ряда. Делаем арочку из 2 пышных столбиков. Накид раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Накид сюда же. Раз, 2, 3.
провязали, зафиксировали. Как вам? Красота потихонечку начинает расти. Угу. Идем дальше. Так, идем дальше вместе. 5-й ряд. Точно так же, как и предыдущие ряды. Поворот. Нырнули в арочку, переключились как бы в центр ее. И начинаем провязывать наши пышные столбики. Раз, накид. 2, 3. Провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И сюда же еще пышный столбик. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Все, теперь будьте внимательны. Делаем одну соломоновую петлю, подтянули ниточку, взяли, зафиксировали, провязали, нырнули, вытянули, еще раз провязали. Есть. Теперь переключаемся. Вот, смотрите, между двумя соломоновыми петельками вот такой узелочек. Делаем накид, ныряем вот в этот узелочек в центр и провязываем столбик с накидом. 2, 2. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Сюда же опять вернулись, провязали еще один столбик с накидом. У нас получилась вот такая вот рогаточка-арочка. Вот точно так же, как мы провязывали здесь. То есть мы готовимся, вот наша будет арочка из пышных столбиков. Дальше соломоновая петля. Подтянули, захватили, фиксируем. Провязали, нырнули, вытянули, провязали. Теперь переключаемся вот на наши две арочки, которые мы провязывали. В первую арочку столбик без накида, 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Во вторую арочку столбик без накида. Видите, у нас как бы так вот расширялась, теперь сужается, вот такая вот будет верхушечка, пирамидка. Идем дальше. Соломоновая петля. Подтянули, взяли, зафиксировали, провязали, нырнули, вытянули, провязали. Соломоновая петля. Переключаемся в узелочек между двумя соломоновыми петлями предыдущего ряда. Накид. И вот в этот, получается, узелочек провязываем арочку. Столбик с накидом. Раз. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И сюда же столбик с накидом 2. Еще одна арочка. То есть у нас здесь получается 2 арочки. Раз, 2. Ну и получается заканчиваем, да, наш ряд. Соломоновая петелька в начале. Тут вы уже все прекрасно знаете. И переключаемся вот на наши арочки из пышных столбиков. То есть заканчиваем наш ряд точно так же. Пышный столбик. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И сюда же пышный столбик. Все, ничего сложного вообще нет. Как вам? Воздушная такая, да? Идем дальше. Так, начало ряда, как всегда, одинаковое. Тут можно не останавливаться, просто провязывать, да? Соединительная петелька и первый пышный столбик. 2, 3. Провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Накид и сюда же в арочку. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. Теперь смотрите, мы будем переключаться вот на нашу арочку. Здесь будут у нас пышные столбики. Переключаемся соломоновой петелькой. Подтянули, захватили, провязали, нырнули в капельку, вытянули, провязали. Теперь сразу же перепрыгиваем нашу петельку в арочку и начинаем провязывать пышные столбики. 4 пышных столбика. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Второй пышный столбик сюда же. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Третий пышный столбик. Раз, 2, 3. Провязали, зафиксировали. 3 воздушные петельки.
Раз, два, три и четвертый пышный столбик. Все в одну и ту же арочку. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. Вот арочка, из нее 4 пышных столбика. Вот точно так же, как здесь в центре. Арочка, из нее 4 пышных столбика. Дальше. После наших пышных столбиков делаем соломоновую петлю. Подтянули, захватили, зафиксировали. Провязали, нырнули. Тут все как бы без особенностей, вы уже знаете. И провязали. Теперь присоединяемся вот к последней арочке нашей. Угу. Давайте вот таким вот образом. Столбик без накида. По схемке я здесь никаких столбиков, конечно, не вижу. Но мне кажется, так будет логичнее, чем каким-то образом присоединять самому соломоновую петлю. Возможно, у вас другие варианты, пишите в комментариях. Идем дальше. Опять соломоновая петля. Провязали, нырнули, провязали. И переключаемся вот в нашу арочку, провязываем 4 пышных столбика. Справитесь самостоятельно. Смотрите, здесь 4 пышных столбика в арочку провяжите. Так, сделайте еще одну соломоновую петлю и закончите ряд точно так же, как мы все время заканчиваем. Договорились? Давайте самостоятельно повторите все, что с вами провязали, и встретимся в конце ряда. Я думаю, что у вас получится. Давайте попробуем. Так, смотрите, вот провязали наши, получается, пышные столбики. Соломоновая петля, закончили ряд. И я уже начала следующий ряд, ну, чтобы не задерживать вас, да, не отвлекать. Смотрите, дальше что мы делаем? Мы должны будем переключиться на нашу пирамидку, так скажем, назовем ее. Помните, когда мы переключались в первой пирамидке, мы делали 2 петли Соломона. Здесь будет все то же самое. Итак, после нашей арочки с пышных столбиков мы делаем 2 петли Соломона. Подтянули, зафиксировали, провязали, нырнули, вытянули, провязали. Первая петелька готова. Еще раз подтянули, провязали, нырнули и еще раз провязали. 2 петельки. Теперь переключаемся вот на наши арочки. В первую арочку столбик без накида, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Во вторую арочку столбик без накида, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И в третью арочку столбик без накида. То есть все то же самое, что мы с вами провязывали вот нашей с первой пирамидкой. Так? Теперь наша задача опять, получается, мы будем перепрыгивать в следующую пирамидку. Опять делаем 2 соломоновые петли. Подтянули, зафиксировали, провязали. Нырнули, провязали. Вторая петля. Подтянули, провязали, нырнули, провязали. И точно так же переключаемся сразу же на наши, получается, арочки. Первая арочка, столбик без накида, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Вторая арочка, столбик без накида, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Третья арочка, столбик без накида. Угу. То же самое, что мы провязывали с вами вот здесь, вот в этих арочках. То же самое повторяем. Теперь 2 соломоновые петли, подтянули, зафиксировали, провязали, нырнули, провязали. Вторая петля. Подтянули, зафиксировали, провязали, нырнули, зафиксировали. Все. И заканчиваем, получается, наш ряд. Вот здесь у нас будут 2 пышных столбика, как мы и заканчиваем все наши ряды. 3 воздушные петельки и еще один пышный столбик. Тут я не останавливаюсь. Вы уже все это прекрасно сами знаете. Угу. Смотрите, что в итоге получается. Вот такая вот начинает вырастать красота. У вас также? Идем дальше. Итак, смотрите, я, получается, уже без вас провязала арочку из пышных столбиков. Так, теперь что мы делаем? Нам необходимо переключиться вот на наш узелочек. Будем делать еще одну вот такую вот арочку, рогаточку. Для этого
1 соломоновая петля, подтянули, зафиксировали, провязали, нырнули и зафиксировали. Теперь смотрите, накид. В узелочек провязываем 1 столбик с накидом, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, вернулись в узелочек и провязали еще 1 столбик с накидом. Вот, сформировали еще одну арочку, вот такую же. В нее потом будем провязывать пышные столбики. Дальше опять соломоновая петля, подтянули, зафиксировали, провязали, нырнули и еще раз провязали. Теперь переключаемся вот на наши арочки столбиком без накида. 1 столбик без накида, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. Во вторую арочку столбик без накида. Дальше опять соломоновая петля. Тут мы уже умеем ее вязать, не останавливаемся на этом. Переключаемся на наш узелок. В узелке у нас будет опять арочка. Накид. Нырнули в узелочек, провязали столбик с накидом. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. И сюда же вернулись, провязали еще 1 столбик с накидом. Вот у нас уже 2 арочки, да? Первая, вторая. Опять соломоновая петля, подтянули, зафиксировали, провязали, нырнули, зафиксировали. Переключаемся вот на наши арочки столбиками без накида. 1 столбик без накида, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. И сюда же 2 столбик без накида. Опять соломоновая петля, провязываем ее. И еще 1 узелочек, значит, будет еще 1 веерочек, да, значит, еще будет 1 арочка. Столбик с накидом в узелочек, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и вернулись в узелочек, еще 1 столбик с накидом. Вот, третья арочка, видите, у нас получается первая, по центру вторая и с краешку третья. Дальше получается опять соломоновая петля. Не забываем. Вот такой вот у нас будет воздушный образец. Все. И опять заканчиваем наш ряд пышными столбиками. Тут без особенностей. 3 воздушные петельки. И сюда же. Оп. Еще 1 пышный столбик. Угу. После влажной тепловой обработки, когда шаль будет растянута, да, зафиксирована, будет очень даже красиво. Идем дальше. Так, смотрите, следующий ряд я провязала без вас, так, потому что у вас заканчивается схемка вот на этих арочках. Я решила показать, как это будет выглядеть дальше. Дальше это получается у вас в каждую арочку провязываете пышные столбики. Так, в каждую арочку пышные столбики. И вот здесь вот между пышными столбиками у вас по схемке соломоновые петельки, но ничего не указано, что здесь, да. То есть я здесь провязываю в последнюю арочку столбик без накида, чтобы вы не запутались. Столбик без накида. Угу. Дальше получается после пышных столбиков следующий ряд у вас будет 2 соломоновые петли, 2 арочки, 2 соломоновые петли, 2 арочки, 2 соломоновые петли, 2 арочки, 2 соломоновые петли. Эти соломоновые петли, получается, мы готовимся к следующей рогатке. Там, где 2 соломоновые петли, помните, да? Где у нас были 2 петельки. Следующая будет рогаточка. То здесь у вас уже будет 1 рогатка, 2, 3, 4. То есть вы готовитесь уже к 4 пирамидкам. Поняли, да? То есть, надеюсь, все как бы понятно, доступно. В принципе, получается несложно, воздушно. Давайте еще провяжем несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Я думаю, что получится шикарно. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Мы с вами, получается, вязали 1 пирамидку, 2 пирамидки, 3 начали, да? Теперь уже вон 4, 5.
Узорчик несложный, шалька растет быстро. При желании можно ее вообще моментально связать. Очень много воздушных петелек, очень много соломоновых петелек. То есть шаль будет расти быстро. Нужна ли здесь обвязка? Пишите в комментариях. Мне кажется, что нет. Но, возможно, кому-то из вас захочется сделать обвязку соломоновыми петельками. Есть такие. И на конце такие капельки. То есть посмотрите. Кто-то захочет, может быть, бахромку сделать. Тоже на ваше усмотрение. То есть вариантов может быть много. Так как сделаете вы, так будет красиво и правильно. Угу. Вот. Узорчик, повторюсь, несложный. Схемка не новая, но интересно, симпатично. Получается у нас узорчик двусторонний. Выбираете сторону, которая вам больше нравится. И, естественно, такая у вас будет лицевая. Как вам? Кто уже вязал данную шальку? Рассказывайте, сколько у вас пряжи ушло. В принципе, в среднем, да, вот именно данной пряжи на шаль берут 5 моточков. Ну, начинают от 5 моточков. Но в зависимости от размера, получается, да. То есть, если вы захотите шальку коротенькую в виде бактуса, платочка, да, это одно количество пряжи. Если вы захотите до поясницы, это другое. Если хотите до колен, ниже колен, то есть же такие большие, огромные шали, то, естественно, в зависимости от того, какого размера вы шаль захотите. Вот и все. Как вам? Кто уже вязал данную шальку, нам тоже напишите, какой у вас был расход пряжи, какая это была пряжа, летняя, зимняя, демисезонная, нам тоже будет интересно. Угу. И обязательно вяжите образцы и рассчитывайте пропорционально, сколько на ваш размер потребуется ниточек. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Кто еще не подписался, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.